Здравствуйте, это Vivo Telecom, и сегодня у нас на обзоре будет еще одна антенна от компании Comet. Называется она SMA-99. Это антенна телескопическая, длина у нее от 195 мм до 1,135 м, то есть 1135 мм. Вес 65 грамм, 10 ватт максимальная мощность, работает на передачу она только в двух диапазонах, ну или разрешено ей работать на передачу, да, производителям. Соответственно, двухметровый диапазон и 70 сантиметров. На прием она работает от 70 до 1000 мегагерц. Вот здесь вот указаны производителем примерные длины антенны на различные диапазоны. Мы сейчас их тогда проверим. Ну, то есть проверим 120 МГц авиадиапазон, проверим двухметровый любительский диапазон 144, проверим речной диапазон 300 МГц и 430 захватим. Я думаю, это самое актуальное. Так, по конструктиву стальной конус, откуда выдвигается телескопический штырь. Никаких отметок по длине на нем нет. То есть для того, чтобы оптимально настроиться, надо тогда иметь какую-то рулетку либо линейку. В этом месте вот антенну можно повернуть, предусмотрено поворотное устройство. Разъем, естественно, у нее SMA. Сейчас я соберу тогда, чтобы вам продемонстрировать. Разъем у нее SMA вилка. Так, давайте я примерю ее тогда на VX6R. Здесь у шестерки стоит уплотнительное кольцо. Но она сюда нормально заходит, то есть никакой даже комплектной резинки в принципе не требуется. Но вот так вот она в собранном виде выглядит на шестерке, эта антенна. В принципе нормально, но антенна достаточно тяжелая. Сейчас замерим, сколько она весит. 65 грамм, да, ну проверим. Естественно, в разобранном виде она будет смотреться постраннее, скажем так. Но давайте смотрим тогда вес ее и начинаем проверять диапазоны. Так, вес. Немного производитель ошибся. Не 65, а 75 грамм. Мы поправим на сайте это. Так, ну все, смотрим тогда графики. Сейчас будем сначала сделаем 120 мегагерц, то есть 62 сантиметра должно быть. Кстати, указание опять от производителя, что длины примерные. Но мы захватим весь диапазон, посмотрим. Смотрим первый диапазон. Антенна 62 сантиметра, как и указывает производитель. Диапазон от 120 до 140, то есть центральная частота 130. Смотрим. Минимальное значение где-то на 123 мегагерцах. 2,3, сопротивление 84. Я большой график приведу на сайте в обзоре этой антенны, посмотрите. Ну, то есть более-менее, но, конечно, не идеал. Смотрим верхний диапазон. Ну, в смысле выше, двухметровый. Так, диапазон двухметровый. От 135 до 175. График пологий, в принципе, во всем диапазоне, но минимальное значение где-то как раз посередине выбранного диапазона. Ну, давайте вот в этой точке, например, посмотрим. 2,4, 79 сопротивление. Ну-ка, давайте уведем выше.
2,4, 88. Давайте уйдем на любительский. Ну, давайте вот 145 я возьму. 2,9, 77,3. Длина здесь, кстати, 49 сантиметров я взял. То есть она должна работать на 144 минимальный КСВ иметь. Но этого не происходит. Но близко, в принципе, к минималке. Тоже не идеально, но антенна вполне рабочая. Переходим на речной диапазон 300-350. Так, речной диапазон. Весь экран 300-350. Минимальное значение в самом низу. Но, в принципе, у нас там каналы речные основные есть. Смотрим, что здесь у нас будет. 3,4, 66 Ом. Да, не рекомендуем работать на передачу в этом диапазоне с этой антенной, потому что КСВ достаточно большой. Длину мы выбрали, кстати, большую, 75 сантиметров для 300 МГц. Так, верхний диапазон 400-470 уходит почти в самый верх. Рабочая, ну или минимальная КСВ, да, давайте вот здесь посмотрим. 2,3 на 462 МГц, 28 сопротивления. Так, на 400, давайте вот 430, да, посмотрим. 4,1, сопротивление 21 Ом. Но тоже, да, антенна в 400 МГц не очень. Давайте подведем тогда итоги по ней. Но, во-первых, она массивная, да, аккуратнее с ней, тем более в разложенном состоянии. Она, конечно, будет ваш антенный разъем на станции подвергать механическому воздействию приличному. Во-вторых, да, ни в одном диапазоне она идеально не работает. С длиной, конечно, можно поиграться, где-то отметки потом, риски поставить, да. По количеству колен, я так понял, никак это не взаимосвязано. То есть, например, там для одного диапазона одно колено выдвинуть, там для другого диапазона несколько колен, потому что длины близкие, поэтому здесь только самостоятельно риски какие-то ставить на штырях. Ну и, например, выдвигать всегда нижнее звено и следующее, чтобы риска совпадала. Только так можно, чтобы каждый раз с линейкой не ходить. Можно так обойти ситуацию. Но по конструктиву никаких претензий особо нет, кроме массы, да. У кого вопросы по ней есть, задавайте в комментариях. Я большие графики все привяжу на сайте тогда по данной антенке. Подписывайтесь на канал. Кому видео было полезным, ставьте лайк. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.